Ноябрь. Продукты питания для ноября. Почему мы делаем акцент именно на ноябре? Потому что ноябрь является окончательным месяцем осени, и, как правило, основные проблемы, связанные с ОРЗ, с ОРВИ, с воспалениями ушей, с воспалениями глаз, как раз таки выпадает на этот самый холодный осенний месяц. Что мы должны сделать с вами для того, чтобы повысить качество иммунитета? Что мы должны с вами делать для того, чтобы повысить качество оттекания желчи, для того, чтобы навести порядок в желчном пузыре? А почему? А потому что именно состояние иммунитета напрямую связано с тем, как работает наш желчный пузырь. И поэтому я вам сейчас покажу продукты питания, которые очень важны для нас с точки зрения поддержания нашего иммунитета и поддержания работы желчного пузыря. Обращаю внимание, что огромное значение имеет ландшафтно-территориальное проживание каждого человека. Вот в данном случае мы будем вам показывать и рассказывать о продуктах, которые очень характерны и должны быть типичными для жителей Москвы и Московской области и для жителей нашего края, нашей территории, Краснодарского края, Черноморского побережья. Почему мы проводим такие объединяющие и наоборот, или наоборот разъединяющие моменты? Это очень важно с точки зрения того, что климат определяет качество работы желчного пузыря. А именно качество работы желчного пузыря определяет качество иммунитета. Итак, для Москвы и Московской области очень важно понимание жителям этого огромного региона, что ноябрь нуждается в продуктах согревающих, продуктах подогревающих, которые улучшают качество оттока желчи и, соответственно, улучшается качество иммунитета. А с учетом энергетики желчного пузыря, очень важно понимать, что качественный отток желчи направлен в первую очередь на работу 12-перстной кишки, на работу тонкого кишечника, на работу толстого кишечника. А именно эти системы, именно эти органы, как тонкий и толстый кишечник, определяют качество мозговой активности, определяют качество работы селезенки, поджелудочной железы, как системных органов, которые подогревают, в свою очередь, именно тонкий и толстый кишечник. Итак, соблюдая правила 1, 2, 3, то есть на тарелке у нас должно быть одна часть животного белка, другая в две части углеводов и одна часть, которая касается овощей и фруктов, то как раз таки здесь вы очень четко видите представленные продукты, которые нам нужны в ноябре. Если мы с вами говорим о жителях Москвы и Московской области, обращаю ваше внимание в первую очередь на то, что вам нужен замечательный такой продукт для подогревания вашего организма, как баранина. Все то, что связано с бараниной. Супы, бульоны, хашлама, тушеная баранина, баранина на гриле, смешанные виды баранины и овощей, смешанные виды баранины и круп, смешанные виды баранины и печеного картофеля, которые очень хорошо именно согревают и подогревают вас, жителей Москвы и Московской области, вот именно в эти пронзительные, наполненные первым холодом, который вызывает раздражение кишечника, который вызывает раздражение иммунной системы, который обезвоживает нашу слизистую носа и ротовой полости и делает нас практически беззащитными от различных бактериальных и вирусных опасностей. В то же время для нас, для постоянно живущих на территории Краснодарского края и Черноморского побережья, очень хорошо показаны блюда из курицы. Очень хорошо показаны блюда из индейки. Очень хорошо показаны блюда из голубей. Но вот в данном случае голубей мы не успели настрелять. Вот, у нас вот лежит отстрелянная курица. Все то, что связано с курицей, пожалуйста. Пожалуйста, это бульоны, это супы, это борщи. Вот как раз таки я хочу с вами поделиться, что очень вкусное блюдо, наш кубанский борщ, он как раз таки готовится в первую очередь на курином или петушином бульоне. И вот как раз таки для качества повышения иммунитета, очень важно употребление практически всей
части, всех частей курицы. Почему? Потому что мы очень часто осенью страдаем от недостатка коллагена, мы очень часто осенью страдаем от недостатка эластина. Холод, ветер, дождь, в первую очередь это касается наших рук, это касается нашего лица, это касается нашей шеи.